Единственное, чего, может быть, не хватило, это чтобы я реально выкатился как фура. Вращение я не очень люблю. Был бы я американцем, это была бы десятка. Не переживайте, артикулы я ему не дам. Он у меня не плохой, а скорее немного несчастный. Я бы чуть что-то более изощренное придумал. Ну вот да, он у меня получился такой безнравственный. Но если будет какая-то программа соответствующая, то, может, и постригусь. Вот. Но иногда хочется побаловаться, поприкалываться. Да, Это был перформанс. да. Это Fashion ФК Аналитика, а это выражаясь фигурально. Концептуальная рубрика с концептуальной идеей о том, что о фигурном катании можно говорить через его визуальную часть, костюмы, образы и просто о красивом. Сегодня у нас в гостях человек при жизни, ставший легендой. Человек, чьи мысли будут актуальны всегда. Главный амбассадор бренда New York в России, рекордсмен страны, двукратный победитель финала Гран-при России Петр Гуменник. Аплодисменты, все дела. Во-первых, спасибо, что пришел. Во-вторых, мы снимаем выпуск 1 апреля. Дату выбирала не я, если что. Соответственно, в-третьих, прошла всего неделя с прекрасного турнира «Русский вызов». И воспоминания об этой внезапной рекламной интеграции Майкла Вэя все еще свежи. Поэтому какая череда событий в жизни привела к тому, что Петр Гуменник просыпается утром с мыслью «я хочу быть автоботом». Это и правда забавная история. Я с этой мыслью не проснулся, я с ней заснул. Я помню, мы сидели всей семьей за столом и обсуждали прическу мою. Ну, как это обычно случается, да, это главная тема для обсуждения у всех. Вот, и Ваня спрашивает, когда я, может быть, постригусь. А я говорю, ну, у меня прическа, она же под программу, под мой образ. Поэтому, если будет какая-то программа соответствующая, то, может, и постригусь. Ну, и там мама в шутку сказала, да, может, в следующем году я буду катать этого Вин Дизеля из «Форсажа» лысого. И тоже мне придется на лысо подстричься. Но только она перепутала, сказала не «Форсаж», а «Тачки». А я, ну, подумал про тачки и думаю, блин, это же отличная идея. Никто не катал еще автомобиль. Катали там разных образов людей, там даже животных катали. Но какой-то невоодушевленный предмет, как автомобиль, еще никто не катал. Но решил, что с тачками будет сложновато, и музыки там какой-то узнаваемой нету. А вот с трансформерами будет лучше, потому что можно, во-первых, сделать интересную трансформацию, и можно не только как автомобиль выехать, потому что там 3 минуты ты не будешь кататься по льду, как машина. Надо еще как-то скользить, там, как человек двигаться и трансформироваться. Вот. И ну, сначала подумал, что это, возможно, какая-то бешеная идея, что надо, возможно, что-то взять более приземленное, и что надо поспать и на утро еще раз подумать. Вот, на утро проснулся, не передумал и сказал вот тренеру, буду катать трансформеры. Насколько велик был процент закатывания глаз Вероники Анатольевны в ответ на Петра Гуменника, который говорит, что «я хочу быть трансформером». Да, Вероника Анатольевна, я думаю, сначала не совсем меня поняла, потому что она небольшой фанат Майкла Бэя и не погружена в лор трансформеров. И ну, у нее не было такой картины в голове сразу же, как у меня, что как это будет в итоге выглядеть. Да, у меня тоже, честно говоря, не было, но я знал, что это будет прикольно. Вот. А Вероника Анатольевна сразу не поверила, наверное, своим ушам. Но потом уже, когда мы поставили программу, ей тоже очень понравилось. Она сказала, что это хороший номер. Ну, судя по всему, Николай Морошкин очень углублен в лор, потому что сегодня как раз мы читали на чемпионате, ну, я читала на чемпионате интервью по поводу постановки этого прекрасного номера, где говорила, что 2 недели было, 3 недели потрачено. Очень загорелся Николай Морошкин таким номером, и вы очень много времени потратили на постановку движений, на постановку танца. Там какой-то абсолютно новый выучились там техники движений. Вот на сколько процентов тебя устраивает итоговый результат того, что получилось вообще в итоге во время номера?
Да, Николай Юрьевич, и правда, очень хорошо поработали мы с ним. Я знал, да, что он, наверное, лучше всех сможет мне поставить этот номер, потому что он всегда находит каких-то специалистов, которые могут помочь э, поставить э, движения специфические, то есть на все прошлые года русского вызова он находил специалистов. Просто для программы мы ходили с ним танцевать, специальные движения изучали. И к тому же он Линкин Парк тоже уже знает и знает, как ставить. Я чуть-чуть отклонился от ответа на вопрос. Какой вопрос был? Насколько я удовлетворен? Насколько удовлетворен, Мне да. кажется, получилось очень хорошо. И получился и этот робот, и эпик, и единственное, чего, может быть, не хватило, это чтобы я реально выкатился как фура, потому что мы уже искали варианты, чтобы реально там сварить из железа там каркас, натянуть на него вот этот вот э, тягач, каким был Оптимус. И чтобы вначале меня кто-нибудь вытолкнул, я в нем выкатился и потихоньку там разобрался и уже превратился в робота. Но, к сожалению, не успели сделать такую вот То штуку есть к не русскому вызову. успели. Я просто как человек, который занимается реквизитом, если бы мне пришли с таким запросом за 2 недели, я бы сказала, я вас с этим поздравляю, и все. Почему не арендовали? Вот у Димы Козловского, Саши Быкова была машина, Ну, это был там не плохой, просто это был машина плохой нужна вариант. была. Ну, Мы, ну, чисто под меня хотели сделать. Там, мгм. меня замерили. э, Меня замерили в костюме, чтобы я там помещался, чтобы я там мог лечь, чтобы я мог потом Мгм. встать, откинуть его, там в 3 раза складывался. Ну, чуть-чуть буквально там не хватило времени. Ну, сейчас-то времени куча. Может быть, на показательных чемпионатах Санкт-Петербурга или через год. Я хочу тебя поздравить с тем, что ты впервые за все 3 участия, Петя ответственно ходит на каждый русский вызов и каждый раз очень сильно старается с номером. Первый раз ты зацепил какой-то из призов, причем это приз зрительских симпатий, и это очень ценно, что публике это все понравилось, но при этом 2 прошлых года у тебя не получалось какие-то отложиться в воспоминаниях и в впечатлениях судей, Мгм. и ты умудрялся пролетать мимо остальных призов. Хотя у тебя и прошлогодний светомузыка была просто роскошная, если знать, о чем катается. И болеро. Ну, я воспринимаю твое болеро исключительно как такой легкий мем, потому что, ну, это очень красивая программа, но учитывая ситуацию на момент того года, это же очень похоже для меня лично на э, тогда очень популярный мем, что все катают болеро. Мгм. Вот. Но это не мой мем был, это Женька Анатольевна. Ага. Ну, Я тогда, по-моему, на шоу катал Рамштайн, и мгм. Вероника тоже сказала, что вот раз, значит, последняя идея была твоя, значит, сейчас моя идея будет. Но в любом случае, вот в болеро было «Светящееся сердце» и «Рояль». Кандинский же, я же... Ну, русский авангард, там Да, это скорее Малевич, Ну, вот но Кандинского тоже можно туда приплести. тоже Скрябин, Малевич. Это если смотреть там на костюм, смотреть на хореографию, это очень много усилий, это очень много увлечений. И вот мне не обидно ли тебе, что те номера не очень оценили? Ну, в первый год я еще не понимал, чего там ждать. Да, когда получил баллы, мне было обидно чуть-чуть, ну, даже не от того, что приз не получил, потому что до приза там уж слишком далеко было, и, ну, там много кто не получил, там выступали э, куча олимпийских чемпионов, и многие из них, большинство осталось без призов. Так что ну, насчет приза, ну, в первый год точно не было обидно. Было немножко обидно, что, ну, баллы совсем там низкие были, где-то предпоследнее место занял. Вот, поэтому уже на второй и третий год я, наверное, подумал, что буду просто ставить номер для удовольствия и для зрителей, чтобы, ну, самому было приятно его катать, и чтобы потом я мог его использовать, ну, не стараться как-то пытаться подгадать так, чтобы судьи могли его ценить. Мгм. При этом вот у тебя сейчас есть показательный с Optimus Prime, который, как говорят, ты собираешься использовать дальше как твой фирменный показатель. Ну, это Николай Юрьевич сказал, он все Мгм. спалил.
Но при этом был проведен некий ресерч, и Optimus Prime — это первый полностью положительный персонаж, которого ты воплощаешь на льду. Все остальные, и тот же Пол Атрейдес, и Онегин, и Дориан Грей — это все как минимум, ну, неоднозначные персонажи. То есть, получается, злодеев тебе катать ближе. Ну, я бы сказал, что, наверное, и Optimus Prime тоже неоднозначный, потому что он, значит, какой-то бывший чиновник, который пытается заставить, лишить десептиконов источника энергии. А десептиконы — это простые рабочие, которые подняли восстание, которые хотели, чтобы, значит, ресурсы как-то, ну, вот этот безграничный ресурс, как у них называется, этот, энергон, чтобы был общедоступен. А Optimus Prime сказал, что То нет. есть у нас уже идет переосмысление в сторону. Но тем не менее, злодей ближе. Да, наверное, мне легче катать, ну, даже, может, и не просто злодея, а каких-то неоднозначных персонажей, более глубоких, чем какие-то просто, чтобы он был только односторонний положительный или, наоборот, односторонне отрицательный. Вот те же в этом сезоне Пол Атрейдес и Евгений Онегин, конкретно в твоем исполнении, они больше положительные или больше отрицательные? А, Как ты их видишь? Потому что Десептиконов ты, судя по всему, видишь больше положительными героями. И вот теперь вопрос по Не, ну с поводу остальных. Десептиконами я просто говорю, что там тоже неоднозначно. Мне все-таки кажется, что Optimus Prime, он положительный, и ну, я его катаю как скорее положительного. Э, И остальные программы тоже. Я с Полом Атрейдесом скорее не показываю каких-то его э, сторон положительных, отрицательных. Скорее просто пытаюсь э, более внешние характеристики показать, чем внутренние, э, ну, какие-то движения свойственные, а не его характер. А с Евгением Онегиным тоже не он у меня не плохой, а скорее немного несчастный. Несчастный в плане конкретном. Как именно он несчастен? Он же, ну, по литературному первоисточнику не сказать, что у него там самая лучшая судьба в мире. Ну, у тебя же наверняка есть какое-то свое прочтение его истории. Ну да, он как бы изменил свое отношение, свое мнение, но уже оказалось поздно. И ну, он переосмыслил свою жизнь и понял, наверное, что он что-то делал не так. То есть и за 4 минуты твоей программы ты в конце тоже понимаешь, что что-то делал не так. Да. Вероника Анатольевна в каком-то из интервью сказала, я даже зачитаю: Петя мог бы стать выдающимся преступником. В какой программе мы это можем видеть сильнее всего? Преступника. У меня была программа, ну, совсем еще маленький, когда был на первый сезон юниорских гран-при, у меня были усайские истории, там что-то похожее было на преступника. А так у меня, в принципе, законопослушный, наверное. Ну, Дориан Катаются Грей люди. законопослушный. Да. В твоем Дориан исполнении Грей. абсолютно демоническое мероприятие. Но он, да, он Или его мы приступил, тоже оправдываем, да, сейчас? я не знаю, приступил, да, наверное, приступил государственные законы тоже. Так что да, Дориан Грей тоже близок А к преступнику. моральные, нравственные законы твоим персонажем не писаны. Ну вот, да, он у меня получился такой безнравственный. Безнравственный Дориан Грей. Ну, как это поэтично звучит. Морал. А, ну, мы понимаем теперь прекрасно все, что говорит Вероника Анатольевна. Выдающийся преступник, в целом спасибо, что ты выбрал фигурное катание. Мгм. И спасибо, что ты катаешь неоднозначных персонажей. Но при этом вот если программа, которую ты ставишь, ну, тебе ставят, если она не садится на тебя, вот, ну, просто вообще были ли такие случаи, когда программа изначально очень тяжело идет именно с точки зрения воплощения образа, и вот как с этим справляться, если не менять программу или только менять?
Ну, я один раз только менял программу, и то это еще даже я не успел ее закончить, и даже сейчас не вспомню, что за музыка у меня была. Вот, прям, ну вот не успели ее поставить. Так что, можно сказать, ни разу не менял в процессе, потому что как-то, ну, сразу она мне шла. Но да, бывает, что больше, бывает меньше, и часто, наверное, даже это чаще с произвольно бывает, что поначалу, ну, да, правда, не садится, потому что это сложная программа физически произвольно, и ее нужно вкатывать. Нужно вкатать ее, войти в форму. Летом, когда ты ее ставишь, ты еще пока не в форме, поэтому нужно к сентябрю войти в физическую форму. Нужно все шаги отточить, чтобы они автоматически получались. Э, Некоторые постановщики, да, они пытаются поставить так, чтобы даже, ну, просто спрашивают, там, ставят один шаг, там, крюк-выкрюк какой-нибудь ставят, ну, и спрашивают, а дальше вот как, что тебе удобнее сделать, там, скобку. Если меня там крутят на скобку, мне ставят скобку, и так и дальше. Вот Николай Морозов так работает. И да, у меня получались сразу, прям, с первого раза программы, которые очень удобно катать. А другие программы нужно вкатывать, много оттачивать, э, все шаги, все заходы на прыжки. Заходы в каждой программе все равно немножко новые. Нужно, да, прыжки к этим заходам притянуть. Нужно заниматься хореографом. И да, вот эти 3 месяца, лето, они как раз расходуются на то, чтобы эта программа села на тебя. Вот, ну, то есть в программы же изначально они ставятся, если я все правильно понимаю, чтобы в каждой программе каждое вращение и все дорожки шагов, они все изначально поставлены на 4-й уровень. Я права? Ну, У чтобы... меня, да, изначально все на 4-й При поставлено. этом ты совсем недавно побил рекорд России по баллам на финале Гран-при, таким образом, что ты не потерял ни одного уровня, ни вращения, ни дорожки. И в целом, если мы берем удачные старты, которые там не связаны с каким-то поломанным лезвием и так далее, у тебя, я посчитала, один из самых низких коэффициентов потерь уровней. То есть ты прям стараешься. Вот. Да, стараюсь. Но иногда, правда, вот я помню, в произвольной у меня был прыжок в Либелу, и там 8 оборотов, э, нужно в одной позиции открутиться, чтобы 4-й уровень получить. И на каких-то стартах я подумал, взвесил все за и против, и решил, что, возможно, я еще в музыку чуть-чуть опаздывал, и решил, что, наверное, сделаю лучше 3, получу 3-й уровень, это там, получу на балл меньше за вращение, но зато сейчас успею в музыку, чуть-чуть выдохну, и с гораздо большей вероятностью сделаю следующие прыжки. Но такие халтурки Но происходят... желательно, да, желательно такое происходит редко, и я стараюсь накатать так, чтобы у меня получалось и вращение на 4-й уровень, и в музыку я успел, и успел отдохнуть перед следующим прыжком, чтобы все это было сделано. Все посчитано, все распределено. Мгм. По вращениям. Если вы не заметили, и если, возможно, ты не заметил, у Пети есть одно любимое вращение, которое он делает практически всегда. Я сейчас его вставлю потом на постмонтаже, но ты, наверное, догадался, про какое я говорю. Нет. У меня Про... вообще они не сильно меняются с года в год. Ну вот у тебя любимое вращение называется... А. Я сделала вывод, что, возможно, тебе очень нравится, но, возможно, ты просто к нему привык. Ну и то, и другое, да. Я это комбинированное еще с детства помню, оно особо не менялось. Единственное, что менялось, что изначально, ну, у меня была гибкая спина очень, и я делал такой бильман, что прям нога у меня вытягивалась, голова туда закидывалась. Вот такой бильман был. Потом, значит, был уже такой более э, круглый бильман. Потом он трансформировался вот в такой заклон, и он оказался очень удобный и красивый, на мой взгляд. Это я тебя подвожу к мысли, какой, по мнению Петра Гуменника, в фигурном катании самый красивый элемент. Ну, просто визуально. Еще забыл добавить, что образы у меня разные, поэтому в этой позиции я часто меняю как-то выражение руки, где-то ее мощнее делаю, где-то поаккуратнее.
То есть ты можешь в целом у Кати с Женей подрезать Гамлета и нарисовать череп на перчатке, и уже новая вариация. Да. Где-то я ее к себе двигаю, где-то от себя. Так что там вот рука играет, все. Самый красивый элемент фигурного катания. Самый красивый элемент. Но спорно. Так, вращение я не очень люблю. Прыжки люблю больше всего. И когда они красиво выполнены, поэтому я бы, наверное, назвал, возможно, луц четверной. Мне очень нравится, когда его делают так в пролет с большой скоростью, с хорошим выездом. Очень красиво. Но даже, наверное, это будет не луч четверной, будет это дорожка, потому что дорожка очень индивидуальна. И ну, четверной луц почти у всех спортсменов, ну, плюс-минус одинаковые, а дорожки абсолютно разные. Поэтому, сказал бы, выбрал бы дорожку. Дорожка. Какая из твоих программ у тебя самая любимая дорожка? Любимая дорожка. У меня есть любимые такие небольшие комбинации, которые мы переиспользуем из программы в программу, и поэтому все дорожки получаются хорошими. У меня есть вот любимые комбинации шагов, которые я почти ну, во всех программах, ну, точнее, их много, поэтому в одну дорожку все не вставить, но из программы в программу они появляются. Хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, ты наверняка смотришь фигурное катание, ну, не только себя, не только там, может быть, российское, может быть, в целом ты его смотришь просто как зритель. Там Да, где-то. бывает. Если предположить, что вот нужно назвать самую красивую программу в мужском одиночном за всю историю. Самое красивое. Ну, не могу назвать такую, потому что, ну, очень много спортсменов, очень они все индивидуальные, которые, ну, очень много спортсменов, которые мне нравятся, и все они индивидуальные, чем-то отличаются, и сравнить их мне сложно. Вот какие, хорошо, тогда какие программы тебе просто, ну, хотелось бы пересматривать? Вот какие программы мужчин-одиночников ты пересматривал? То есть не просто один раз, которые, может быть, тебя как-то вдохновляли с точки зрения каких-то идей, каких-то неожиданных, может быть, фишечек. Ну, или просто тебе прикольно за этим смотреть. Мгм. Ну, пересматривал я скорее программы только из-за контента. На прыжки больше смотрел. Но я могу назвать спортсменов, чьи программы мне нравятся, вне зависимости Давай. от даже, ну, любая почти программа их мне нравится. Это, ну, Патрик Чан и, возможно, Дайсуки Такахаси. Одни прекрасные люди в интернете подобрали для тебя луки. Я сейчас попрошу тебя их оценить по шкале от 1 до 10. Петр Гуменник оценивает варианты футболок на жеребьевку. I eat цемент. Я ем цемент и такой 3D-код. Ну, я вставлю картинку. Ну, это интересная идея. Она яркая, но чуть-чуть не в моем стиле. Сколько ставишь из 10? 10, ну, наверное, 6. Хорошо. Так. Близкий вариант. Я ем детей. Вот это уже лучше. Это будет вызывающе. И дедуля тут такой веселый. Вот это уже однозначно круче. 9. Альфа-мейл. И такой котик розовый. Ну, я бы сказал, немножко банально. Я бы чуть что-то более изощренное придумал. Поэтому, ну, 6 тоже. Так. Literally. Ну, волк легендарный. Вот, это я с ним отождествился. И да, пока ждешь, пока другие жеребятся, можно так сидеть. Так что тоже очень хорошая идея. Ну, тоже 9. Девятка. Так. If they talk behind your back, fart. Вот это уже спорно. Тут
Я бы такое, наверное, не решился надеть на жеребьевку официально. Но чисто так в ней где-то погулять по городу можно. Хорошая идея, но не подходит для жеребьевки. Мгм. Сколько ставим? Ну, для жеребьевки она не подходит, поэтому она вне конкурса. Хорошо. И последнее. Последняя ВТФ и за километр. Ну, это немножко не патриотично. Был бы я американцем, это была бы десятка. А так, в принципе, я пользуюсь километрами. Но единственное, что, правда, скелет, конечно, я обожаю крутых скелетов. Еще и с двумя пушками. Еще и так стоит он круто. Так что, ну, все равно восьмерка будет. 8. Мгм. Не переживайте, артикулы я ему не дам. Это я подвожу к тому, что сейчас в мире фигурного катания у нас есть две иконы стиля, которые умудряются своим появлением вызывать огромный ажиотаж вообще, по-моему, везде. Это действующий чемпион мира Илья Малинин, который недавно появился. Во-первых, он спер у тебя идею лука. Он недавно на премии СУ вышел в мантии, а у тебя была мантия на показательных в Беларуси. Ну, это я так намекаю. Мгм. Илье Малинину. Я знаю, что некоторые его знакомые меня смотрят. Ну и второй, это, конечно же, Петя Гуменник. Мы находимся в уникальном периоде, когда самые обсуждаемые образы на жеребьевках принадлежат не девушке-одиночнице в роскошном платье, а прекрасному молодому человеку. Как думаешь, почему? Вероятно, потому что я все время забываю, что у нас торжественная жеребьевка, что нужно что-то приготовить. И где-то я об этом понимаю уже, когда захожу в автобус и вижу, что все в брюках со стрелочками, в туфлях, в пиджаках. Такой думаю, блин, а я пошел в том, в чем приехал, прилетел. Вот, а оказывается, что так даже круче. Либо, ну, я вспоминаю об этом еще до вылета и, ну, что-то беру, но не сильно запариваюсь, не еду, значит, в торговый центр, не хожу по магазинам, не подбираю образ, а просто случайно выбираю какие-то вещи. То есть у тебя никогда не было планирования жеребьевки? Ну, ты подожди, я все еще не верю в тот факт, что на прошлой жеребьевке чемпионата России, когда у тебя случился легкий возврат в эмофазу с этой челкой, я не верю, что у тебя это выпало из шкафа. Во-первых, почему у тебя в шкафу есть рубашка с жабо? Да, правда удивительно. Но она вообще первая, что у меня выпало из шкафа. Ну и как бы я решил подыграть под рубашку, надеть штаны, которые я приготовил для показательного Рамштайна. И ну, вот эту сделать челку. Мгм. Нет, просто в тот момент, когда я это увидела, в тот момент вот это вот твое жабо и джинсы идеально ложилось на тот факт, что у тебя была короткая программа «Рокерский Рамштайн», а произвольная была такой, вот такой вайбовый Дарьян Гри. Я все думала, что это просто ты кокетничаешь, и на самом деле выбирал несколько часов. Но да ладно. Если серьезно, вот ты приходишь к жеребьевке в том, что у тебя просто это твоя повседневная одежда. Вот ты так в жизни одеваешься. Ну вот тогда просто я настолько влился в образы, что да, мне реально вот захотелось так одеться, что у меня рубашка в шкаф попала как-то. Вот. Это, ну, да, ты правильно говоришь, что я как бы не то, что совершенно случайно, хаотично оделся, все-таки, да, я катал программу свою, и это сформировало мое представление о том, как я должен выглядеть на жеребьевке. Мгм. Ну вот, например, на жеребьевке финала Гран-при, когда мы все познакомились с твоей любовью к бренду New Rock. Ты скрывался от фотографов. Там я открываю сообщения, свои комментарии, все пишут, а где Гуменник, а где Гуменник. А мне уже показали в чем-то, но я не могу сказать людям, потому что официально этого нет. Это тоже
Была часть какого-то плана по внезапному появлению в этом Часть прекрасном... перформанса. Ну, часть перформанса. У тебя была футболка, я сейчас точно не приведу цитату, но там что-то было про... Там был рыцарь, и там было слово «Аминь». Да, Это был перформанс. да. Ну, признание. Ладно, если серьезно, вот я скажу, как эксперт, что во многом благодаря нетривиальному стилю у тебя очень сильно повысилась узнаваемость в социальных сетях путем того, что, ну, фактически сейчас ты главный мем фигурного катания российского. Как ты к этому вообще относишься и видел ли ты все эти мемы? Да, видел. В принципе, отношусь неплохо. Иногда даже специально могу что-то сказать, понимая, что это, возможно, будет звучать смешно. Вот. Но иногда хочется побаловаться, поприкалываться. Главный вопрос. Появилась ли стратегия именно из расчета, что это будет смешно, или это был порыв души? А Ну, когда, по-моему, был чемпионат России по прыжкам, от чего что пошла я сказал, что у меня есть тактика, некая стратегия? идея, Да, возможно, даже концепция. да. Ну, да, это в голову такая фраза пришла. Сначала сказал идея, потом думаю, наверное, еще круче было бы сказать концепция. И сказал, возможно, даже концепция. То есть вы понимаете, да, что это все характеризует исключительно личность. Это вот он на самом деле такой. Да, это был экспромт. Сразу, даже не успев подумать. Ну, учитывая, Выдал, что, да, у тебя была тактика на прыжковом чемпионате приехать туда в самом парусном твоем костюме. Во-первых, зачем? Это самый удобный костюм. Но он же парусный. Я уже просто спрашивала про это, я раз в несколько месяцев пытаюсь докопаться, почему. Вот. Ну, мне на самом деле прыгать ни один костюм не мешает. Кроме, возможно, жилетки, в которой я катал показательные Майнхерц бренд, потому что там очень увесистые эти были шипы. И, когда я в прыжок заходил, они, расцентровывали меня. А так, если костюм сбалансирован, то даже если он тяжелый или парусный, мне это не мешает. Все-таки я сам довольно увесистый, и этот костюм никакой роли не вносит. А в то же время он очень удобный и совершенно меня не отвлекал. Хорошо, солидно. Светлана Гачинская – это прекрасная женщина, которая шьет тебе все костюмы. Мне заспойлерило, что с тобой очень легко работать. Надеюсь, к моменту, как этот выпуск выйдет, у меня уже вышел большой материал про то, почему Онегин Петя Гуменник – это, возможно, одно из лучших, что видела индустрия костюма фигурного катания. Так вот, как клиент ателье, ты вообще золото, к тебе 0 вопросов. Кто принимает участие в создании твоих костюмов, и как это происходит, и насколько сильно твое участие? Мгм. Появляется какая-то идея, появляется программа, и обычно Светлана Гачинская просит прислать, как я катаюсь под музыку, и, значит, делает эскиз. И иногда у нас вместе с тренерами, с хореографом, с Николаем Юрьевичем, с Валентиной Анатольевной появляется какая-нибудь идея, что там нужно обязательно какой-то там цвет использовать или какой-то элемент одежды нужно будет сделать, что в программе будет как-нибудь обыгран, например. Или, например, помню, Даниил Маркович Глихенгаус говорил, когда он мне поставил этого Дориана Грея, он сразу довольно подробно описал, как это должно выглядеть. Сказал, что типа, это должно быть примерно вот как на таком постере, где этот актер был изображен. И чтобы, значит, потом он еще говорил, что надо, чтобы отсюда я доставал краску и себя обмазывал. Вот, так что, в принципе, по-разному бывает. Бывает, что Светлана Гачинская прям отталкивается только от того, как я какая-то программа, что я делаю, и какая музыка, делает эскиз, она там где-то 3 эскиза делает.
мы выбираем. Возможно, как-то совмещаем один со вторым. Там что-то понравится из первого, что-то из второго. Либо иногда бывает, ну, как, наверное, самый показательный случай с Данилом Марковичем. Он, наверное, подробнее всего описал из всех моих программ, как он должен выглядеть. А у тебя вот, если ты увидишь, что такой, ну вот я хочу вот такое, сделайте такое, пожалуйста. Или ты в целом полностью поддерживаешь все эти идеи? Ну, редко у меня, когда возникает какая-то очень навязчивая идея, что мне нужно обязательно вот что-то такое. Ты упомянул про краску, и я отмечу, что ты сейчас один из немногих одиночников, которые парятся по этому поводу, и у тебя были и макияж в программах, и прически у тебя присутствуют. Ну, то есть не просто как проснулся, почесался, нет, то есть это были косички, это были хвостики разных видов, и на том же вот Optimus Prime, казалось бы, там под шлемом, и потом не то чтобы там много, но все равно какой-то сделан грим. На Дюне в какой-то момент, в Красноярске, что ли, во время Дюны были там, по-моему, тени, что-то вот такое, и в целом, ну, вот Да. это важно для тебя? Или это кто-то подкидывает идею, ты на это подкидываешься? Это важно. Не я это придумал, да, мне это предложили, сказали, что так будет лучше выглядеть. И я, конечно, был за то, чтобы выглядеть лучше. И, по-моему, да, очень важно, чтобы был не только костюм красивый, но чтобы прям, все было гармонично, все в тему. Ну, то есть ты прислушиваешься к идеям людей, которые думают, что тебе будет лучше. Да, прислушиваюсь к тем, кто разбирается там в костюмах, в макияже. При этом, опять же, у тебя очень практически все твои костюмы сделала Ногочинская, но в прошлом году у тебя был такой визитик к Татьяне Волковой для пошива костюма под Зонна. Почему? Это, Николай Юрьевич мне ставил программу, и он же предложил сделать костюм у нее, потому что, он с ней работал, она шила костюмы, по-моему, Байковой с Козловским. Да. Вот, и, ради эксперимента, чтобы, наверное, подумали, что эту тему лучше получится сделать. И еще обычно вот, когда Светлана Гачинская шью, обычно, я, да, и правда, свой вклад не вношу, потому что, всегда какие-то темы, которые плохо себе представляю, как должен человек такой выглядеть. А там, когда я катал Рамштайн, у меня были идеи, как сделать такой индастриал, поэтому, да, я там как раз много думал, что, где, куда сделать, какие элементы, какого цвета. Вот, и поэтому там еще я большой вклад внес. Если бы тебе нужно было кататься всю оставшуюся карьеру в одном своем костюме, какой бы это был? Вот костюм Малевича, очень удобный, такой парашют, помогает прыгать. И каждый раз это был бы хвостик или разные какие-нибудь, может быть, вариации? А с прической? Да. Да, с прической еще можно поэкспериментировать. Туда-сюда ее подвинуть, чтобы аэродинамику как-то поправить. Нет, а я все, когда увидела, опять же, на контрольных прокатах тебя с Дюной, у меня сразу была мысль, пустите меня, я его заплету. Я понимала, что туда нужны косички. Такое счастье испытала, когда они появились в Красноярске, а потом что-то опять куда-то делись. Вот. Было грустно. Ну, хорошо, что они хотя бы раз были. Они даже не раз были. 2 раза точно были. Второй раз, когда я был в Красноярске на финале Гран-при, по-моему, точно, тоже да. были косички. Спасибо Карине большое за эту идею. Мгм. Вот. Да, я выражаю за это благодарность. Это нивелировало чешую Димы Козловского. Простите. Я хотела еще поговорить о том, насколько вот вообще в целом, почему-то большинство фигуристов, с которыми я там общалась, и вообще в целом нет такого мысли, что костюмы для фигурного катания могут как-то улучшать результаты. Потому что если мы берем шорт-трек, если мы берем конькобежцев, если мы берем вообще многие виды спорта, там костюм помогает, то есть это что-то там обтягиваешь максимально и так далее. Мгм. Может ли вообще быть какая-то версия, что костюм в фигурном катании может помогать спортсмену? Стоит ли туда идти? Вообще, задумываетесь ли вы о том, что если бы у меня было так, мне было бы удобнее? Но, опять же, не говорю про тебя, потому что, как мы поняли, тебе это нет. Но, может быть, какие-то знакомые твои говорили об этом. М. Можно ли как-то все это улучшить? Там, биомеханику, аэродинамику?
Ну, аэродинамика, я думаю, в фигурном катании не так важна, как в шорт-треке. Э, Часто, ну, что мне кажется, может мешать, это бывают такие увесистые костюмы, которые, ну, например, возможно, маленьким девочкам будут мешать. Мне иногда чуть-чуть бывает сложно, когда костюм такой многослойный и очень в нем жарко, и бывают еще катки, на которых, ну, там, например, в юбилейном тоже температура не как на льду, а как ну, в обычном помещении. Но тоже во время проката я уже об этом забываю, не задумываюсь, так что мне это никак не мешает. Думаю, вряд ли можно что-то такое придумать. Нет, просто я думала о том, в какой-то момент в этом сезоне я увидела, как Марк Кондратюк катает свою короткую программу. Мгм. И у него там такой рисунок, ну, довольно психоделический, но в чем там интересный момент, когда он вращается, а он же очень быстро крутится во время прыжка, у него цветовой спектр на кофте, он немножко смещается. Вот. Вживую это очень сильно видно, на трансляциях ну, такого эффекта нет. И я в тот момент подумала, блин, а у нас же это возможно, может быть, для каких-нибудь там показателей, для каких-то шоу, вариант как-нибудь, может быть, вживить какой-то LED маленькие экранчики, какие-нибудь люминесценты. У меня есть подруга, которая ученый из МГУ, который занимается люминесценцией, и в целом у нее тут куча вот этих разработочек, я думаю, может быть, как-то это можно было сделать. Мы говорили еще с Василием Харитоновым, который делает костюмы для Кати Мироновой и Устенко, тоже говорили про какие-то светящиеся, какие-то интерактивные элементы, вшитые в саму ткань. Но это мы говорим с точки зрения, опять же, людей, которым в этом не катать. Мгм. Как бы ты отнесся к такой идее? Стоит ли мне прямо сейчас звонить? Аня, мы изобретаем. Ну да, мне кажется, это интересно, такие функциональные костюмы, да, где, например, при вращении там, цвет меняется. Там, Прикинь, как это, круто было. Тот же Марк, например, подстроить как-нибудь под его скорость, частоту кадров, и чтобы, например, на трибуне была одна картинка, а на экране, когда ты снимаешь, это будет другая картинка. Это же, ну, это же круто. ну, то, что на трибуне и на экране разная картинка, мне кажется, не то, что очень круто, а то, что, да, он вращается там, на такой скорости, что аж цвет костюма меняется. Вот это, мне кажется, да, было бы Там здорово. сделать, это можно сделать ну, такими микрорисуночком. Знаешь, есть же такой оптический эффект, может быть, если сделать полотно из красных и синих клеточек и достаточно агрессивно его трясти, оно будет казаться фиолетовым. Тут же может быть то же самое. Да, может, то же самое. Еще есть эффект, по-моему, что если обычный свет отдаляется, то он выглядит более красным. Если он приближается, Ну да, то потому что синим, спектр, опять же, когда, например, потому что длина волны разная. когда, например, на разминку выходят фигуристы в красном костюме и не в красном костюме, э, почему мы всегда видим в первую очередь фигуристов в красном костюме? Потому что, ну, ближе всех. То есть, ну, есть у вас, у мужчин-одиночников, такая особенность прекрасная. Вы очень любите нарядиться в черное с головы до ног и пойти кататься, и вас не видно. В этот момент была на каком-то соревновании разминка, где полностью было 5 мальчиков в полностью черных костюмах. По-моему, что какие-то питерские соревнования были. И было один мальчик, я честно не вспомню, как его звали, кто это вообще был. По-моему, он там занял очень низкое место. Но сам факт, что выходит разминка, и вот этот вот красное пятно катается, и ты смотришь только на него. Ну да, это, наверное, благодаря э, такому нашему прошлому, когда нам нужно было заметить красный плод или кровь, что-то такое. Нет, это я И мы больше... научились красный цвет выделять хорошо. Ну, это опять же, это я сейчас тебя спрошу. Вот, например, условно, в разминке ты понимаешь, например, что там, может быть, за тобой следят пристальнее из-за костюма, потому что бежевый Онегин, ну, такой, Мгм. и, например, Дюна тоже отлично. Вот это просто ты выделяешься. Такое Никогда у об тебя. этом не думал и даже не знаю, хорошо это или плохо выделяться на разминке. Иногда у меня такие разминки, что лучше наоборот скрыться от всех. Но чаще, конечно, хорошие, так что да. В принципе, выделяться это хорошо.
запомните. Да, вот и про костюмы тоже дополнить, что да, функциональный костюм, мне кажется, это круто. И мне очень понравилась идея, которая у меня была с краской в Дориане Грея. Жаль, что ни разу на соревнованиях так не скатал, потому что ну, не рискнул. А потом уже, когда на шоу прокатал, понял, что, в принципе, можно было бы, это бы мне не помешало. Какие-нибудь, да, светодиодные на спине, чтобы там какую-нибудь картинку запускать интерактивную. Сделать в борты проекторы. а, Нарядить в белую рубашку было бы, наверное, странно. Ну, хотя если номер про психушку, почему нет? И, например, транслировать разные картинки. Почему нет? Батарейки там граммом больше, граммом меньше. Да, или как это делают, костюм-невидимка, просто чтобы тут показывало все то, что просто за тобой происходит, ты бы был невидимый. Нам такое надо. Изобретите, пожалуйста, кто-нибудь. Мы хотим это посмотреть. Но если что, ты первый будешь, кто это будет тестировать. Да, это интересно. Ну, главное, чтобы не просто так это было, а в образ хорошо. Ну, я входило. записываю себе в список дел, если что-то такое придумать. Нам Мгм. такое надо. Дорогие подписчики, как вы, наверное, могли заметить, сегодня в моей студии красивый, роскошный, абсолютно шикарный Петр Гуменник. И это интерактив. В чем заключается наш интерактив? Ваша задача придумать цитату для футболки, которую я бы смог надеть на жеребьевку. Мы покажем все ваши цитаты Пете. Одну из них он выберет, если она будет достаточно хорошей. Самая лучшая цитата получит, во-первых, картинку с автографом Петра, во-вторых, мы подарим Пете футболку с этой цитатой. Что он будет с ней делать? Надевать на жеребьевку. Дерзайте, пишите это в комментарии под следующим постом. Ну, наверное, на этом все. Спасибо тебе большое, что ты пришел, что поделился, порассказывал. Много всякого интересного. Мне было очень приятно тебя слушать. Зрителям, наверное, очень было приятно тебя слушать. Да, мне тоже Вот. было очень приятно. Супер, спасибо.